В этом видео на примере одной истории успеха в автогоночной серии Формула-1 будет показан инженерный подход, основанный на рациональных и оптимальных решениях. Всем привет! Вы смотрите канал Инженер. Теория решения изобретательских задач предполагает поиск идеальных решений на основе законов развития технических систем. В инженерной практике такие решения не всегда находят себе место из-за финансовых или технологических сложностей. Тем более на коротком отрезке времени, с неустановившимися внешними условиями. В 1988 году гоночная команда Формулы-1 Макларен совершила практически невозможное. Выиграла 15 гонок из 16, которые проводились в том сезоне. 16-ю гонку не удалось выиграть из-за единственного отказа двигателя Honda в этом сезоне и случайной аварии с отстающим на круг пилотом. Стоит отметить, что гоночные болиды Макларен в 1988 году пилотировали не рядовые пилоты, а на данный момент четырехкратный чемпион мира Ален Прост и трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Поэтому не стоит отнимать долю заслуг этих пилотов в достижении феноменального результата. Но все же инженер должен уделять внимание другой составляющей этого рекорда – автомобилю MP4-4. В этот гоночный болид, по большому счету, создатели не заложили ничего революционно нового. Хотя он и был спроектирован полностью с чистого листа. Самым главным отличием этого автомобиля от конкурентов стала невероятная надежность, которая позволила почти во всех гран-при 1988 года довести его до финиша. Возможно, из-за такой уникальности, минимизация технических новшеств с максимальным результатом, этот автомобиль открывал коллекцию моделей автомобилей Формула-1 от компании Centauri. Макларен MP4-4 вобрал в себя лучшие технические решения конкурентов, которые были опробованы и доведены до ума. Основной идеей при проектировании было желание создать надежный автомобиль. Немного истории. 1988 год был последним перед введением запрета на использование двигателей с турбонаддувом. В то время как другие команды уже задумывались о переходе на атмосферный двигатель, инженеры команды Макларен сделали ставку на один сезон. В автомобиле MP4-4 было воплощено все лучшее, что придумали в так называемую турбоэру. В качестве идеи для компоновки автомобиля использован опыт проектирования автомобиля Brabham BT55 прошлых лет. Для снижения центра тяжести положение пилота изменено так, что спинка сидения пилота располагалась под углом 55 градусов. Также это позволило получить лучшую обтекаемость, подать больше воздуха на заднее антикрыло и обеспечить прижимную силу. Простые аэродинамические очертания кузова не требовали сложных исследований. В части аэродинамики Макларен MP4-4 уступал, например, болиду March 881, который спроектировал Эдриан Ньюи. Это показывали те эпизоды, когда пилотам March удавалось навязывать борьбу пилотам Макларен. На Гран-при Японии болид March 881 даже лидировал в гонке несколько кругов. Это единственный случай лидирования в 1988 году болида с атмосферным двигателем. Конструкция подвески MP4-4 была типична для тех лет, независимая на треугольных рычагах с тягами спереди и толкателями сзади. Углепластиковые тормозные диски компании Carbon Industry и суппорты компании AP. Отличительной особенностью было наличие двух суппортов на каждом диске. Редкое техническое решение, но оно повышало надежность тормозной системы. В подвеске использовались амортизаторы японской фирмы Showa и витые титановые пружины. Все это было смонтировано под обтекателем. Подвеска имела более высокий ход, чем у конкурентов. К тому же он мог регулироваться за счет металлических направляющих, установленных под амортизаторы. Тем самым можно было во время Гран-при оперативно изменять данный параметр. Углепластиковый монокок тоже не был чем-то уникальным и использовался другими командами.
Особое внимание стоит уделить японскому двигателю, установленному на McLaren MP4-4. Инженеры доработали этот двигатель, учитывая компоновку автомобиля и новый регламент. Инженеры команды Ferrari увлеклись разработкой атмосферного двигателя и только адаптировали прошлогодний двигатель без существенных изменений. Инженеры компании Honda уменьшили высоту двигателя, чтобы он мог разместиться при новой компоновке болида. Компания AP предоставила сцепление небольшого диаметра. При этом новая версия двигателя RA168E имела тот же объем 1494 см3, диаметр цилиндра 79 мм и ход поршня 50,84 мм, что и предыдущая версия. Допустимое давление наддува ограничивалось 2,5 атмосферами. В связи с этим степень сжатия была увеличена с 8,2 до 9,4. И так как двигатель изначально был рассчитан на большее давление, то он приобрел надежность при введении ограничений. И как было уже сказано, RA168E подтвердил свою надежность. Блок двигателя был изготовлен из высокопрочного чугуна с толщиной стенки от 2 до 3,5 мм. Головка блока отливалась из алюминиевого сплава, клапанные крышки и картер из магниевого. Угол между впускными и выпускными клапанами был равен 32 градусам. Между кулачком распредвала и стержнем клапана установлен рычажок, который позволял уменьшить скорость открытия клапана. По сравнению с прошлой версией были переделаны впускные каналы, так как давление наддува было уменьшено. Системы смазки и охлаждения остались традиционными для гоночных двигателей. Электронная система подачи топлива была модифицирована под измененный регламент. На каждый цилиндр было установлено по 2 форсунки. Опять же, это повышало надежность работы двигателя. Двигатель Honda RA168E выдавал 640 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 12,500 оборотов в минуту. Этот двигатель был самым мощным в чемпионате 1988 года. И казалось бы, вот оно ключевое преимущество. Но нет, точно такой же двигатель был установлен на болидах команды Lotus. Стоит отметить, что команда Lotus не заняла место в первой тройке команд по результатам чемпионата. Для команды McLaren Honda сделала 3 модификации двигателей, которые максимально подходили под разные типы трасс. Неизвестно, получала ли те же модификации команда Lotus. Еще одно отличие, но не революционное решение болида MP4-4 состояло в использовании трехвальной шестиступенчатой коробки передач. Коробка имела сухой картер. Смазка поступала самотеком и откачивалась 2 насосами. Это первое применение такого решения в Формуле 1. Такая конструкция в различных источниках о Формуле 1 именуется более легкой, чем двухвальная. Обоснований этому не приводится. С точки зрения теории трансмиссий, у трехвальной коробки есть недостаток, связанный с низким коэффициентом полезного действия всех передач, кроме прямой. На прямой передаче мощность с вала на вал передается без потерь. У двухвальной конструкции коэффициент полезного действия на всех передачах одинаковый и выше, чем у трехвальной. Поэтому в чем было преимущество такой конструкции, до конца непонятно. На болидах команды Williams в 1988 году применялась двухвальная коробка с поперечными валами. На болидах Ferrari F1-87 и 88C была установлена коробка передач с продольными валами. Корпус коробки передач MP4-4 сделан из магниевого сплава, который уже давно применялся для этого узла болидов Формулы-1. В журнале, который распространялся вместе с моделью болида технической информации, очень мало. Всего один разворот. Например, можно увидеть фотографию рулевого колеса MP4-4 с 2 кнопками на нем. Приборная панель только начала перекочевывать на руль. А вот вам фотографии рулевых колес предыдущих моделей McLaren. А это уже современные рули с огромным количеством кнопок, светодиодов и жидкокристаллическим экраном.
Техническая информация о мощности двигателей в Формуле 1 по большей части секретна, поэтому указанная максимальная мощность в 640 лошадиных сил может быть всего лишь ориентиром. По одним данным, конкуренты из Ferrari располагали двигателем мощностью 620 лошадиных сил, по другим – 650 лошадиных сил. На болиде Benetton 188 двигатель имел мощность 590 лошадиных сил, хотя, опять же, имеется информация о модификации с мощностью 620 лошадиных сил. В любом случае, эта мощность является не прямо измеренной, а оцененной по максимальной скорости болида. Поэтому стоит признать то, что Макларен и Ferrari обладали сопоставимыми по мощности двигателями. Масса болида Benetton 188 составляла 500 кг. Ferrari F1-87 и 88C, как и McLaren MP4-4, имела массу 540 кг. И в этой ситуации решающим фактором стала надежность болидов McLaren. Только один двигатель Honda сгорел за весь чемпионат. Ferrari столкнулась с поломкой 9 двигателей во время гонок. У Benetton проблем с двигателем было меньше – 6. Но подводили и другие системы – трансмиссия, подвеска и рулевое управление. Как видите, в инженерном деле важен баланс между функциональностью и надежностью. Иногда конкуренцию можно создать на базе хорошо известных технических решений. Главное – их гармоничное совмещение, которое позволяет достичь синергетического эффекта. Использование MP4-4 позволило выиграть 15 гонок в сезоне. Это достижение было повторено только трижды до настоящего времени и трижды превзойдено. Рекорд в этом отношении поставлен в 2016 году командой Mercedes на автомобиле F1W07 Hybrid. Было одержано 19 побед в сезоне, но рекорд по относительному числу выигранных гонок 93,75% остается за McLaren MP4-4, потому что Mercedes в 2016 году проиграл 2 гонки. И во всех 6 примерах, повторяющих или превосходящих 15 побед в сезоне, команды умудрялись проиграть 2 или 3 гонки, в то время как McLaren проиграла всего 1. В расчет, конечно, не берем доминирование Альфа Ромео 158 и Ferrari 500 в 1950 и 1952 годах соответственно. Хотя они не участвовали в гонке Инди 500, которая была включена в чемпионаты мира тех лет. Поэтому, по официальным данным, выиграли всего лишь 14 гонок из 15, а это только 93,33% побед в чемпионате. Так что как ни крути, и официальная статистика, и реальный расклад технического превосходства на стороне MP4-4. Сосредоточение усилий для того, чтобы выжать все возможное из существующей технической системы, без создания новых, дает только временное преимущество. Но в современном быстро изменяющемся мире этого может быть достаточно для того, чтобы серьезно повлиять на ход истории. В описании к этому видео найдете ссылку на статью о временном преимуществе на примере чемпионата мира в классе автомобилей Формула-1 2009 года, когда титул чемпиона неожиданно достался Дженсону Баттону из команды Brown GP. Это пример того, как даже существенные новшества могут не позволить совершить повторение чуда 1988 года. Жмите красную кнопку «Подписаться», продолжайте смотреть полезное видео о технике и технологиях на канале Инженер.